Скорпионы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на январь 2023 года. Верю, что в Новый год вы входите с добрыми помыслами, с хорошими намерениями и, как я говорю, это шанс, это возможность начать все с чистого листа. Верю, что так у вас и будет, что в вашей жизни будет только новые начинания, продуктивные начинания, все то, что вас будет радовать, мотивировать и заставлять расти духовно, личностно, финансово, то есть во всех аспектах. Но помогут нам этот месяц просмотреть парные колоды. Сегодня мы используем от Таро Студио викторианский Таро и викторианский Ленорман. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад и проанализируем, какая цепочка событий вас ожидает. Общие энергии, что вас ждет в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Арканы перед вами, надеюсь, они вам хорошо видны. Приступим. Общие энергии месяца у вас здесь ложится колесо фортуны. Как вы видите, сама судьба благоволит вам. Карта шанса, карта успеха, карта благоприятных перемен, новых возможностей. Ваша судьба в ваших руках. Видите, вы держите прялку, веретено жизни. Поэтому это оказаться в нужное время, в нужном месте. Это поймать удачу за хвост. Это просто оказаться в гуще событий и действительно использовать это на полную катушку. Конечно же, мы посмотрим и проанализируем, в какой из ниш это будет в большей степени актуально. И здесь, как мы видим, колесо фортуны, четверка пентаклей, это в первую очередь для кого-то сохранение ресурсов, в первую очередь финансов. Это выгодные инвестиции, это выгодные покупки, которые впоследствии вам не только позволят сохранить ваши деньги, но и их приумножить. Опять же, это могут быть вложения в себя, как, например, улучшение состояния здоровья. То есть ресурс, который с годами, знаете, становится самым главным вашим активом, потому что в него нужно инвестировать, себя нужно поддерживать, ну, как следствие укреплять по максимуму свои силы. Ну и в целом, опять же, это даже если это траты на обучение, на новые впечатления, будь то поездки, переезды, смена места жительства, это действительно будет выгодная инвестиция. Если это касается покупки, приобретения транспортного средства, то это по какой-то выгодной цене, может быть по акциям, потому что здесь сэкономить, это приобрести хороший товар по выгодной цене. Если рассматривать вопросы работы, восьмерка пентаклей сама за себя отвечает, она вам говорит о том, что работа кипит, и так и будет. Если кто-то в январе месяце еще будет чувствовать себя легко и свободно и медленно входить в русло, то вы будете работать за троих, потому что будет работа, будет много задач, будут новые возможности и плодотворные результаты. Конечно же, мы посмотрим, как это отыграется для каждого из вас. Анализируем в первую очередь для тех, кто у нас сейчас не работает, и по ряду причин работать не может. Восьмерка пентаклей и дьявол – это созависимая ситуация. Почему? Потому что здесь, как говорят эти арканы, для того, чтобы найти работу, вам нужно кого-то просить, кому-то быть обязанными. Это первый момент. И второй момент, поскольку, обратите внимание, одну колоду у вас здесь падает королева чаш, не только карта двора, которая указывает на связи, взаимодействие с людьми, которые вам будут помогать. Но у нас это карта творчества. Зачастую это показывает карта handmade. То есть то, что вы делаете руками, либо, может быть, какие-то услуги вы предоставляете. Как следствие, это может быть временно перебиваться какими-то заработками, но тем не менее для вас они будут плодотворными. Если вы у нас в статусе соискателя, то есть ищете постоянную работу, то здесь по королю мечей это успешно пройденное собеседование, это проявить себя, показать с лучшей стороны, ну и как следствие видим по этим арканам, это трудоустройство. Ситуация, которая для вас идет в плюс. Если смотреть для тех, кто у нас наемный сотрудник, восьмерка пентаклей, семерка чаш, не зря я вам сказала про многозадачность, потому что работы будет очень много, кто-то может быть задействован в нескольких проектах, либо, допустим, помимо основной работы найти дополнительную работу, тут только будете успевать разрываться, можно сказать и так. И для тех, у кого свой собственный бизнес, восьмерка пентаклей, влюбленные, это стабильные партнерские связи, это новые соглашения, новые контракты. В принципе, в плане работы крайне продуктивный месяц, потому что сулит вам выгоды и новые возможности. Финансовая сторона вопроса – Луна. Луна, как мы знаем, с точки зрения денег, это то густо, то пусто.
То есть нет стабильных заработков. Сейчас объясню. То есть даже если вы работаете на окладе, деньги пришли, сразу же ушли. Или бывает так, что если кто-то работает сам на себя, в начале месяца получили баснословную сумму, в середине вообще простой, и в конце там опять хорошие заработки. То есть здесь нерегулярность получения платежей. Более того, деньги как пришли, так и сразу ушли на ряд нужд, задач, те, которые вы перед собой ставили. Плюс у многих по аркану Луна это еще могут быть траты на семью, либо на какие-то краткосрочные проекты, какие-то краткосрочные стартапы. Ну, допустим, во что-то вы инвестируете на месяц, потом забираете деньги с доходом, с процентами. Состояние здоровья, тройка пентаклей, хорошее, стабильное. Это акцент над работой над собой, потому что тройка пентаклей это больше как систематизировать свой график, свой день, тайм-менеджмент, в принципе, режим дня. То есть, когда вы отходите ко сну, когда вы там активно бодрствуете, чем занимаетесь, когда вписать в график отдых, когда там занятия спортом, еще какие-то моменты. То есть, это просто создание структуры, которая будет поддерживать ваше состояние здоровья. Переутомления с точки зрения работы здесь нет. Это не карта физической загруженности. Может быть, несколько эмоциональная усталость, потому что тройка пентаклей, это, знаете, когда вы утомлены каким-то делом, но приятно. Если вот восьмерка пентаклей у нас это, безусловно, как работа на износ, физическое, эмоциональное, ментальное выгорание, то здесь это приятная усталость. Если смотреть вопросы личной жизни, вот здесь у нас ложится пятерка мечей. Конфликты, ссоры, выяснение взаимоотношений, для кого-то разрыв, разлад, может быть у кого-то развод, у кого-то, знаете, вспоминать старые грехи, потому что не зря здесь стоит у памятника, ну, по принципу, кто старое помянет. Ну, здесь это, знаете, как всплывают какие-то грехи либо оттенки прошлого. Сейчас мы посмотрим, что там по факту. Анализируем ситуацию для тех, кто у нас свободен. Для тех, кто свободен, здесь у нас ложится туз мечей, туз жезлов, но акцент идет о том, что здесь знакомство может проходить на какой-то конфликтной ноте, на споре, на борьбе интересов, либо человек, который абсолютно будет, знаете, как расходиться с вашей точкой зрения, с вашими вкусами, потому что дно колоды падает здесь королева мечей. Для многих это может быть знакомство с человеком разведенным, разведенной, или вдовцом, или вдовой. Для тех же, кто у нас... Кстати, уж простите меня за такую вот добавку, но в жизни бывает всякое, пути Господни неисповедимы. У некоторых это может быть как знакомство на кладбище. Может, кто-то где-то будет присутствовать на чьих-то похоронах, но вот по картам идет именно так. Для тех, кто у нас в любовных треугольниках, то пятерка мечей, двойка чаш – это конфликт, это скандал, это выяснение взаимоотношений. Причем по пажу чаш это, знаете, как, ну не то чтобы даже смолодушничать, у кого-то конфликты могут быть из-за детей, а у кого-то из-за инфантильности партнера или партнерши. Но видите, пятерка чаш, как карта расставания, разочарования, либо, ну вот знаете, как разошлись во взглядах. Карта горечи. Если же вы в стабильных связях, в стабильных отношениях, то пятерка мечей и карта звезда. Здесь по этим арканам это могут быть конфликты. Конфликты из-за ситуации, что ваш партнер или партнерша хотят большего, потому что по звезде это как дотянуться до мечты, дотянуться до небес. Это могут быть какие-то завышенные требования к вам. Но, возможно, допустим, ваш партнер или партнерша к этой планке дотягивает, а вот вы нет. И вот здесь это может быть точка для создания каких-либо конфликтных ситуаций. Поэтому важно здесь грамотно к этому подойти. И у вас на советную рекомендацию падает аркан смерть. Карта трансформации, карта перемен. То есть идти в ногу со временем. Быть здесь и сейчас. В первую очередь, знаете, как ловить момент при любых обстоятельствах. И вот посмотрите, не зря я сказала, что для кого-то может быть знакомство на похоронах, потому что колесо фортуны в нужное время в нужном месте, знаете, как при наличии смерти. Ну, то есть действительно, как быть при похоронной процессии, может у кого-то и так здесь отыграется. То с точки зрения рекомендаций, это ничем не пренебрегать. То есть не с позиции там идти по головам, да, и идти в разрез собственным взглядом или убеждением. Но здесь действительно судьба может представить такой шанс
который вас может даже повернуть в шоковое состояние, но в жизни бывают разные ситуации. Посмотрим с вами неожиданность периода. Что здесь? Так, как мы видим, здесь у нас письмо, букет и птицы. И дно колоды у нас коса, здесь у нас сбор урожая, как вы видите. Это плодотворные какие-то известия, это благоприятные известия, это восстановление документов удачное. Это получение документов, потому что вот букет птиц, это знаете, как получить ответ, получить рекомендацию, справку, лицензию, там, или там дали вам паспорт, вид на жительство. То есть решение какого-то вашего застарелого и важного вопроса. Потому что коса, которая на дне колоды, видите, здесь сноп собран. То есть, соответственно, это вы получили урожай после длительного периода ожидания. Ну и для вас это, безусловно, благоприятное время. Вот так январь, могу сказать, тут закрутит вас по полной программе. Конечно же, мы весь негатив перекроем для вас позитивом, чтобы все ваши мечты, цели, планы, желания в обязательном порядке осуществлялись, чтобы для вас шла поддержка свыше и в жизни были только благоприятные изменения. Поэтому от вас по прошествии времени буду ждать обратной связи, как отыграется данный расклад, данная информация, какие перемены у вас в принципе произойдут. Для меня ценна ваша информация, ваша обратная связь. Вас благодарю за внимание, с вами не прощаюсь и до новых встреч.